Всем привет, с вами Куратив, и в этом видеоуроке вы узнаете, как работать с клонером и морфингом объектов на примере этого видео. Начнем! Открой Cinema 4D, у меня уже есть готовая модель головы. Вы можете скачать этот проект у меня в группе ВК. Скопирую модель и буду преобразовывать его в сферу. Вы спросите, зачем мне переделывать объект, если можно просто добавить сферу. Это делаю, потому что морфинг объектов должны иметь одинаковую сетку и одинаковое число вершин. Добавлю деформер сферы и поставлю его под объект модельки. Нажму на «Согласовать с родительским объектом». Поставлю напряженность на 100. Теперь объединю объекты и удалю. Выберу сферу и перейду в полигональный режим. Выберу инструмент кисть и поставлю режим сглаживания и интенсивность на 100. Заглажу все дефекты. Снова выберу деформер сферы и сделаем все то же самое. Объединю. Теперь сферу подгоним под размер головы. Включу в сфере рентген. Добавлю объект клонер и перетащим объект под клонер. Поменяю на микширование. Режим поставлю каркасный. Поменяю размер, приблизим их. Увеличу количество по Y на 3. Далее перейду в эффекторы и поставлю этот эффектор. Выберу эффектор и перейду во вкладку ослабления и создам линейное поле. Перейду во вкладку параметры, уберу перемещение по позиции и поставлю изменение клон на 100. Как видим, эффектор не работает, потому что надо его добавить в клонер. Перейдем в клонер и в эффекторы перекидываем этот эффектор. Поменяю движение эффектора, сделаю его по Y. Поменяю местами сферу и модель. Все-таки включим перемещение по позиции. Примерно поставлю 50. Создам анимацию для линейного поля. Первый ключ поставлю на 60 кадре. Перейду на 120 кадр и перемещу поле вниз. Поставлю ключ.
Добавлю твердую динамику для сферы. Как видим, сферы начинают падать. И чтобы это исправить, перейду в настройки сцены и сделаю отрицательную гравитацию. Теперь сферы взлетают, но равномерно. Добавим к нему турбулентность. Поставлю его под объект сферы. Увеличу интенсивность турбулентности. Начнем создавать сцену. Добавлю цилиндр. Увеличу его сегменты. Все сгруппирую. Скопирую цилиндр для булева. Увеличу размер и добавлю булев. Поставлю анимацию на объекты. Добавлю объект трубы. Это будет как колодец. Из кубиков создам открывающийся люк. Заанимирую его. Давайте для основных объектов добавим анимацию вращения. Настрою сцену.
Добавлю материала на объекты. Самое главное, запечем динамику сфер. Для этого перейдем в настройки сцены, выберем динамика и запечь. Спасибо, что досмотрели этот ролик. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, если не подписаны. Пишите ваше мнение в комментариях. Всем спасибо и пока.